Дети сидят тут, потому что опять воздушная тревога. И этот проем единственный, более-менее безопасный у нас в квартире. Пробка на въезд в город бесконечная. Мы хотим проводить Асю и вернуться в Одессу. Нужно успеть до комендантского часа, но колонна машин движется очень медленно. Дети остались одни дома, я очень волнуюсь, потому что воздушная тревога каждый час. Это жопа. Не то слово. Просто нам обратно ехать, ты понимаешь? Да. И мы должны до 7 быть дома. Из Одессы идет колонна эвакуационных автобусов с детками. Их очень большое количество. Это очень страшно. Вот такая пробка на 2 столбах на въезд в Одессу. Сейчас уже через 10 минут будет комендантский час, 7 вечера. А нам здесь еще стоять и стоять. И машин очень много, и мы уже не движемся, наверное, последние полчаса. А вот пробан сзади, и конца и края ему нет. Мы не успели вернуться до комендантского часа, и на блокпосту нас в город не пустили. Нам нужно домой, потому что дома остались дети. Мы пытаемся проехать через поля орошения и имеют право открыть огонь на поражение, потому что никто не может сейчас в это время находиться в машинах и вообще по городу ходить. В это время Ася пытается добраться до Кишинева, и их машина застряла. Вот она видео прислала. Я сейчас нахожусь на северной автостанции Кишинева, и в 15:00 у меня автобус. Но так как мой автобус с Одессы до Кишинева приехал очень-очень рано утром, то теперь я сижу в зале ожидания и буду сидеть здесь около 6,5 часов. Стоим, ждем автобус в Болгарию. Сейчас придет. Гена нас провожает. Мама с папой нас провожают. Да. Варя, воздушный поцелуй. Это что, на таких автобусах нет? Нет, автобус. Я охренеть Может, может. 52 человека. Не, я смотрю, подъехал какая-то Автобус фигня. большой должен быть. На 52. Так, ну, Юля, так получилось, что вот эта сверху ерунда, она не должна была здесь быть. Ну, не, я сейчас закрою. Так, нет, я все закрою. Пока мы стоим на улице, Алиса греется в машине. Достала мои орешки. Ты мои орешки все забрала? А кто это рассыпал все? А? Это было одно из самых тяжелых решений в моей жизни – забрать младших детей и уехать. Мы не прощаемся навсегда. Скоро мы встретимся обязательно. Да вот мы сейчас на пляж не можем поехать. Мы на пляж уже потом пойдем. В Варне. На пляж хочешь? Да. Очень холодно, мы не можем. Сейчас приедет большой автобус за нами, и мы с Борей, со Светой поедем далеко-далеко. Хорошо? А папа к нам потом приедет. Ждем автобус, он задерживается очень сильно. Можно попробовать? Не снимать и блокпосты. Все, приехал наш автобус, сейчас будем садиться. Да. Мои родители, муж, многие мои друзья остаются здесь. Я стараюсь думать о хорошем, что скоро все закончится, все останутся живы, и мы вернемся домой. Но ужасные мысли тихим, липким страхом лезут мне в голову. Слезы душат. Папа стоит, вот смотрит на тебя. Папа стоит, видишь? Ну, стоит пап. Все, мы сейчас выезжаем из Одессы. Мама моя, папа и Гена остались здесь. Кто тут? Ася сейчас в Кишиневе, и она выезжает уже в сторону границы с Германией, как раз в это же время. Мы покидаем Одессу, проезжаем железнодорожный вокзал. Все так обычно, спокойно. Мне не верится, что это реалии нашей жизни, то, что сейчас происходит. В автобусе только женщины и дети. Сейчас проезжаем дом моих родителей. Везде блокпосты, и мы сейчас только до паромной переправы в Ильичевске доехали. Вот стоим пока.
Мы близко к мосту Затоки. Страшно, чтобы они не взорвали мост, когда мы будем на нем. Сейчас всем сказали быстро убрать детей от окон. Видимо, обстрел. Белл, зайди в телефограмм. Там обстреляли автобус такой, как у вас. Мы будем ехать через паромную переправу. Да, на пляж мы не едем, Алис. Через паромную переправу в Орловке, через Исакчу. Вот, на пляж мы поедем через несколько дней в Болгарии, да? Поедем? Хочет на пляж. Именно в это время российская армия обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Если она взорвется, то будет в 10 раз хуже, чем в Чернобыле. Горит первый энергоблок и потушить пока не могут. Мы сейчас стоим на Паланке, и вот пока объезжали по встречке, 239 машин я насчитала, а их там впереди еще, наверное, больше 500. Мы должны Паланку объехать, но у водителя нашего автобуса нет разрешения на въезд в Молдавию. И сейчас, возможно, придется где-то в поле просто ночевать, чтобы дальше потом поехать под утро на Исакчу в Орловку, на паромную переправу, чтобы потом через паромную оказаться в Румынии. Паланка. За много километров до таможни 1000 машин. Мы не движемся. За 10 часов не проехали 2 километров. И вот сейчас уже утро, рассвело. Мы до сих пор не можем объехать Паланку, чтобы уйти на Орловку на паромную переправу в Румынию. Прошло 12 часов. В этой адской очереди машины стоят более 2 суток. Нервы у людей не выдерживают, и многие просто бросают свои машины на обочине, забирают детей, какие-то вещи, баулы и идут пешком к границе, чтобы уже покинуть Украину и оказаться в Молдавии. Вот в этом пробане мы простояли 12 часов и почти не сдвинулись с места. Вот так люди все бросают, выходят из машины и идут пешком. Это всю ночь, а мы сидим в автобусе. У некоторых тут в нашем автобусе психика уже не выдерживает, начинают кидаться друг на друга, орать матом. Ровно 16 часов, и мы наконец-то объехали Паланку. Она осталась справа. И мы на пути на паромную переправу. Бьянку? А я что включила? Бьянку? Ты молодец. Человек, у которого всегда хороший аппетит, да? И ты? Здесь все пошло быстро. Вот наш паром на Исакчу, и мы сейчас уже на него заезжаем. Нам повезло, и на этой таможне мы стояли всего лишь час. Людей очень много, фуры дальнобойщиков, пеших тоже сотни стоят в очереди. Последний раз мы были на этом пароме в августе месяце, когда ехали в Черногорию и Албанию машиной. Все, мы уже на пароме, сейчас ждем его отправления, буквально 10 минут, и мы будем в Исакче. Стой, держись. Дождик капает. Выезжаем с парома. Здесь кучу палаток поставили волонтеры.
на том берегу наша Украина осталась. Уснула. Наконец-то. Сейчас только что узнала, как моя мама меня обманула. Они обещали завтра выехать тоже с Украины. Типа билеты взяли на автобус. Но по факту, когда мы заехали в Румынию сейчас с паром, мама сказала, что они останутся. Что они останутся, и никто никуда не едет. Ну вот так. В принципе, у меня были такие подозрения, что они так сделают. Но я все-таки верила в хорошее. Девочки-волонтеры принесли нам пачки памперсов для деток и питания. Ночь мы уже в Варне, нас встретили. Девочки такие хорошие нас встретили. Сейчас едем домой, да? В наш новый домик едем. Мы до обеда, до завтрашнего будем здесь, в гостях у замечательной болгарской женщины, которая нас приютила. А завтра уже переедем в другую квартиру. Где Алиса будет спать? А? Доця, камешки не трогай. Раздевайся, снимай курточку. Мы, конечно, измученные вообще этой адской дорогой. Такой. Все, Алиса, пошли. Пошли, Доця, давай. Спать. Все, у нас тут перевозбуждение у кого-то началось. Доць, пошли. Давайте, укладывайтесь. И Боря ложится спать, и Алиса ложится спать. А где розовый? Покажи. А розовый? Фиолетовый, да? Давай покушаем что-то, давай. Огурчик будешь кушать? Все, сейчас мы уезжаем из дома Рене и едем в наш новый дом, где мы уже будем жить до конца военных действий. Но я надеюсь, что закончится все намного раньше. Через неделю-две мы вернемся в Одессу, да, Алис? Мы вернемся домой в Одессу? Все, мы приехали в наше новое жилье возле университета, недалеко от центра Варны. И здесь берег моря, сейчас я покажу. Это одна комната, здесь будет спать Света с длинной кровати. А там наша комната, я покажу попозже, потому что там пока Боря уснул. И сейчас покажу вам еще снимемся, идем на балкон. Ты не выходишь, ты раздетая. Вот наш балкончик. Это университет Свободы. И вот море. Там где-то пляж, куда мы будем ходить с колясочками. А еще внизу есть детская площадка. И море такое же черное море, как у нас в городе. Здесь кухня, стаканчики, микроволновка, чайник. Все есть, холодильник есть. Не знаю, правда, нет плиты, на чем мы будем готовить. Да? Ну, что будем, может, просить какую-то электроплитку, посмотрим. Так, все, закрываем. Посмотрим. А, вот есть электроплитка. Все, скажи. Я собралась. Все есть. Отлично. Все, закрываем. Это не доставай, Алиса. Закрываем. Пока мы размещаемся, Ася скинула видео, что она еще в автобусе. Она едет в Берлин, и ей уже осталось совсем немного. Все, сейчас мы будем потихоньку вещи раскладывать с Алисой. Ты будешь мне помогать? Да. Да. Пока что она только вредит. И такая вообще безобразно себя ведет. Все устали после этого автобуса. Вы не видели Алису? Где же Алиса? Где она? Где? Сейчас посмотрим. Здесь какой-то шкафчик шевелится, по-моему. Какой-то шкаф. Кто это тут? Все. Алисы нет. Девочки-волонтеры накупили нам огромное количество продуктов. Я предложила деньги, они не берут ничего. Конечно, просто огромная благодарность. Будем на обед кушать греческий салат. Готовлю. Пока дети спят, младшие. У нас мультяшки пока что, да? Детки смотрят мультяшки. По факту нас поселили в отеле. Это отель. Но сейчас он не работает. Здесь живем одни мы. И больше в отеле в этом никого нет.